Всем привет! Меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Сегодня мы продолжаем разговор про показатели процессов. В прошлый раз мы обсуждали, как же выбрать показатели процессов. Сегодня поговорим о том, что в этом деле делать не стоит. С детства люблю формат вредных советов, поэтому сегодняшний выпуск — это 10 вредных советов по выбору показателей бизнес-процессов. Устанавливая плановое значение показателей, не пытайтесь слушать клиентов и предугадывать их ожидания. Они ничего не знают про ваши процессы и вашу важную работу. Опираться стоит только на мнение ваших собственных сотрудников. В конце концов, отвечать за результат им. Если спросить ожидания клиента от ваших товаров и услуг, он может серьезно перегнуть палку. Показатели покраснеют, сотрудники расстроятся, придется что-то менять, чтобы как-то соответствовать рынку. Вам это нужно? А еще может оказаться, что клиенту все равно на скорость поставки, и его больше заботит наличие брака. В таком случае все ваши внутренние гонки на наращивание темпов работы коту под хвост. Это же всю систему придется перестраивать. Предлагаю не забивать голову глупостями. Установите для всех плановых значений запас побольше. Особенно хорошо подходит для временных показателей. Давайте вместо одного дня поставки сделаем неделю, а вместо недели месяц. На первый взгляд выглядит не очень хорошо, но зато всегда будем укладываться в сроки. А клиент подождет. Наверняка все конкуренты сделали так же. Лучше всего установить срок так, чтобы ваши сотрудники должны как следует постараться, чтобы просрочить поставку. Согласитесь, нулевой показатель задержек выставляет вашу компанию в очень выгодном свете. Установите плановое значение показателей так, чтобы они всегда не опускались ниже 95%. В идеале ваши сотрудники должны всегда перевыполнять план, даже если они откровенно плохо работали. Конечно, такой показатель бесполезен, зато все будут спокойны. А спокойствие на работе в наше неспокойное время многого стоит. Концентрируйтесь исключительно на объеме и позитиве. В основном процессе важно, чтобы он выполнялся как можно быстрее, чаще и дешевле. Верно? Верно. Поэтому будем измерять только соответствующие показатели. Рост брака и ошибок брать под контроль не стоит. Давайте концентрироваться на успехе. К тому же поговаривают, что некоторые активности, направленные на увеличение скорости работы и снижение ее стоимости, иногда приводят к падению качества. Как-то сложно и нереалистично звучит, не будем забивать голову. Сужайте кругозор сотрудников, ориентируя их исключительно на их участок работы. Расширять кругозор сотрудников уж точно не стоит. Собственных показателей эффективности более чем достаточно. Что происходит на предприятии в целом, как их работа влияет на работу дальше по процессу, ради чего вообще делается эта работа, мысли, которые могут отвлечь сотрудника от работы. Пусть делает свою работу, а подумать может кто-нибудь другой. Разрешать споры, возникающие из-за рассогласованности подразделений, а также свысока своего опыта оптимизировать и держать на кончиках пальцев все бизнес-процессы компании сможет и генеральный директор. За что иначе он вообще получает зарплату? Не стоит тратить время на измерение показателей удовлетворенности клиента. Во-первых, его сложно замерять. Во-вторых, вы можете узнать то, что уж точно не хотели бы слышать перед приемом пищи. Не портите себе и вашим сотрудникам аппетит. Пусть все просто делают свою работу. В конце концов, у вас же еще есть клиенты. Пока. Избегайте бинарных показателей. Термин не совсем научный. Речь о таких показателях, которые принимают значение в шкале «да» и «нет». Согласитесь, грубо и несовременно. Лучше все измерять в процентах. Системный комплекс, поставленный на 70%. Ремонт, выполненный на 90%. Конвейер, собранный на 82%. Пропасть, перепрыгнутая на 98%. Все это звучит лучше нуля. Я бы совершенно не хотел перепрыгивать пропасть на 0%. 98 звучит намного приятнее. Еще лучше будет сложить показатель на массе всех экземпляров. Тогда получим числа красивых порядков. Очень удобно, чтобы маскировать проблемы. Измеряйте показатели только перед отчетным периодом. Показатели, в общем-то, и нужны для вычисления заработной платы. А на отклонение в процессе можно и не реагировать в моментах возникновения. Так не набегаешься. Да и по периоду все равно все сгладится. Давайте просто работать работу. Измеряйте только те показатели, которые легче измерить. Если показатель сложно измерить, его лучше вовсе не измерять.
Наверняка это вредный показатель. Вместо этого в сэкономленное время можно измерить десяток показателей попроще. Что с ними делать потом? Ну, не знаю, придумайте еще. Добавьте пару показателей для хорошего настроения. Подберите показатели, которые легко измерять и которые гарантированно будут достигаться. Это обеспечит всю вашу команду хорошим настроением. Ну и последний совет на сегодня. Можно вообще не измерять показатели. Нет показателей, нет поводов для волнений, нет проблем. Процессный анабиоз – гармоничная среда для формирования комфортных рабочих мест. А если серьезно, я думаю, что вы правильно все восприняли, как шутки, и поступать так не стоит. Тема мне настолько понравилась самому, что я решил выпускать ее в нескольких частях. Поэтому в следующий раз продолжим обсуждать вредные советы по выбору показателей процессов. Я еще не закончил. А пока не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, нажимать колокольчик и писать комментарии. На сегодня у меня все. До новых встреч!